Вот куда могут завести желание сделать хороший арт. Всем привет! И сегодня, возможно, вы уже поняли по образу, мы будем делать обработку в стиле Cruella. И да, я зашла настолько далеко, что вот вы сейчас видите это. Я думаю, все объясню чуть позже, потому что прямо сейчас я убегаю на фотосессию, чтобы сделать офигенные фоточки, а затем сделать крутецкий арт. И, конечно же, в этом ролике вы все это увидите, а самое главное, в конце ролика я поделюсь исходниками, чтобы каждый из вас мог попробовать сделать свой арт. Так что не будем тянуть, поехали! Я уже немножко растрепанная, но все потому, что сейчас 11 часов вечера, и я только вернулась со съемок, и это было очень классно, потому что, не знаю, я первый раз пытаюсь примерить на себя сразу какой-то образ, и в нем какие-то фотки сделать, это прям такой новый опыт для меня. Из-за того, что я очень сильно хотела сделать такой образ именно этого персонажа, я так рада сейчас, просто капец, это... Просто шикарно. Обидно, что у меня очень сильно растрепались волосы. Но я думаю, вы видите, по сравнению с тем, что было чуточку ранее, волосы, они все полетели. Но, знаете почему? Просто закон подлости. Я сделала макияж. Я такая пошла фоткаться. Начался ливень. Он начался не сразу, он начался чутка позже. То есть мы сначала отфоткали с моей собакой, это просто отдельная история. Там, не знаю, у меня целая бригада съемочная, потому что родители привели собаку, потому что моя собака не очень меня хорошо слушается. Нужно было обязательно ее вести с мамой или с папой, чтобы собака как бы была рядом с ними, не переживала. И, короче, сначала мы отфоткались с собакой в одной локации, а потом поехали в другую на такси. И как только мы приехали, только разложили оборудование, начался ливень. Причем серьезный такой ливень. И как бы влажность, да, вот, собственно, вся моя причесочка немножечко развалилась. Ну, правда, развалилась-то она уже потом, чуть позже, потому что дождь закончился, все-таки он закончился. У нас, надеюсь, получилось сделать классные фотки, я просто до сих пор их не видела. Ну, видела парочку на фотике, но это всегда, как бы, ты смотришь на фотики, это одно, смотришь вживую на большой картинке, такой, господи, что мы наделали? Я все еще надеюсь, что фотки там офигенные. Очень злюсь из-за дождя, который начался очень резко. Ну, конечно же, вот только я захотела пойти фоткаться, сразу дождь на улице. Вы, конечно, можете спросить, а чё не в студии фоткаться, как бы, ну, фоткаться можно было в студии, а нету студии у меня в городе. Я сейчас не в Москве, и тут нету студий нормальных, тут есть студии с елками и студии с кроватями, И, конечно же, у вас у всех появился вопрос, а зачем это, если я фотошопер? Я не знаю. То есть, окей, можно было в фотошопе что-то сделать, но все-таки макияж это больше для меня, для того, чтобы как-то войти в этот образ. И я надеюсь, что у меня получилось. Вот. Сейчас буду отсматривать фоточки, выберу парочку, обработаю их. Обязательно покрашу волосы, чтобы было канонично. Я представляю, как вам непривычно меня сейчас видеть. Я тоже смотрю в зеркало и пугаюсь. Так что, надеюсь, это терпимо. В любом случае, это офигенный опыт. Я надеюсь, что будет очень классно по итогу с фотками, с результатами. Я, конечно же, хотела бы сделать какой-то конкурс для вас, чтобы вы могли в нем поучаствовать, обработать мои фоточки, выкладывать с хэштегом. Информация об этом будет к концу ролика обязательно, потому что, ну, как бы грех не сделать какой-нибудь движ по такой крутой теме. Не знаю, я просто очень сильно люблю Cruella, я удивляюсь, что кто-то не знал о Cruella. Вы что? Вот ты не знала Cruella де Виль, да? Вот ты. Мне не о чем с тобой разговаривать. Не знаю, для меня это такой персонаж, который в фильме в новом стал просто крошихой. И ты такой смотришь, это шикарно, просто жесть. Слишком хороша Эмма в фильме, поэтому мне ее не переплюнуть, но у меня есть фотошоп, и я постараюсь, вот. Как я и говорила изначально, я преследовала одно свое желание — сделать арт по фильму «Cruella». Поэтому, как только я пришла домой, я сразу начала смотреть фотки. И мне очень понравилось. Получилось огромное количество годных кадров, которые я могу использовать для своей работы. И у меня было заготовлено несколько идей, поэтому, найдя подходящую фотку, я приступила к реализации. Да, я выбрала фотку с довольно сложной перспективой.
Поэтому поиск исходников оказался, очень трудным и нудным. Я перерыла огромное количество ресурсов, чтобы найти паки зданий, потому что мне нужны были именно определенные английские здания, желательно 70-х годов. Gumroad, ArtStation, Photoshop. Просто все перерыла, и найти исходники было очень тяжело. Особенно под нужную перспективу. Ну ладно, перспектива, я еще могу ее как-то скорректировать. Но здания подходящие найти было очень сложно. Я что, зря учила 3D? Как раз под этот случай я нашла очень годный кинбаш, который выставила в блендере в нужный ракурс, а затем отрендерила. Тут просто еще раз хочется сказать, что 3D нереально крутой инструмент, в особенности для меня. Даже если бы я не использовала готовые 3D-модельки, с помощью блендера я могла бы выставить в кадре правильную перспективу. Например, просто добавить кубы, которые затем облеплю фотками зданий. Но тогда я хотя бы буду понимать перспективу, и это очень удобно. Но в этой ситуации я нашла уж очень подходящий кинбаш, поэтому воспользовалась им. По итогу у меня получился вот такой рендер в подходящем мне ракурсе, и я отправилась в Photoshop творить магию. Тут, конечно же, начинается мой самый любимый этап в работе. По факту, благодаря 3D все объекты композиции уже стоят на месте, поэтому мне просто остается доработать фотографии, писать объекты, добавить деталей. Конечно же, это все занимает огромное количество времени, особенно доработка деталей, но я так кайфовала от процесса, что несколько дней работала до 4 утра и вообще не замечала, как проходит время. Уж очень сильно меня вдохновил сам персонаж и фильм, который получился. Кстати, я реально так сильно ждала фильм, что просто пошла на самый первый сеанс в своем городе, и мне очень понравилось. Конечно, начало фильма может показаться немного скучным и затянутым, но потом начинается все самое интересное, и это шикарно. Костюмы, макияжи, атмосфера — это то, за что этот фильм точно стоит посмотреть. Конечно, если вы любитель необычных сюжетов, то вряд ли вас зацепит произведение, потому что сюжет довольно клишированный. Но главное достоинство этого фильма точно не в сюжете, а в его атмосфере. Поэтому рекомендую, обязательно посмотрите. Мне, например, после просмотра аж захотелось стать дизайнером одежды и сойти с ума, чтобы быть такой же шикарной, как Круэлла. Но сейчас не об этом. У меня на самом деле давно не было такого, что у меня прям глаза горелись от того, как сильно я хочу сделать арт, особенно по какой-либо вселенной. И вот возникает вопрос, а когда вы в последний раз испытывали подобное чувство? Быть может, недавно выходил фильм, который вдохновлял вас на создание какой-либо работы. Непременно расскажите об этом в комментариях, я обязательно почитаю и, быть может, добавлю пару кинолент в список того, что хочу посмотреть. Ну ладно, вернемся, пожалуй, к арту. Я тут доработала домики и начала рисовать свет. Кстати, число собак я решила увеличить до 3, потому что это прям канон в фильме, да и по композиции они отлично вписывались, а без них прям много пустого места было. Изначально у меня была идея добавить машину Круэллы на передний план, но как-то она совсем туда не вписывалась, поэтому я просто решила накидать разлетающихся газет и какой-то пыли, чтобы заполнить пространство и добавить еще больше объема. Остаются различные мелкие штрихи, отражения в окнах, доработка деталей, исправление косяков, которые я сначала не заметила. И вот что получилось. Что ж, я надеюсь, так меня видеть привычнее. Уже прошло несколько дней, я наконец-таки отмыла тени и подводку с глаз. Да, это было очень тяжело. Вы уже видели результат, и я хочу еще раз сказать, что осталась нереально довольна процессом съемки и фотографии, и бэка, за что, кстати, огромное спасибо ребятам, которые занимались всем этим и помогали мне с моей задумкой. Также я получила просто огромное удовольствие от процесса создания обработки, и у меня даже осталось еще несколько идей, которые я могу воплотить в жизнь, поэтому, если вам интересно продолжение вот этой серии работ с Круэллой, пожалуйста, пишите в комментарии, потому что я так пойму, что это вам интересно, и у меня появится такой, знаете, плюсик мотивации продолжить эти обработки. Да и, в принципе, я попрошу вас обязательно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, а лучше 2, и тем более разных, потому что это покажет Ютубу, что ролик интересен, и он будет рекомендовать их другим людям. Это очень важно для продвижения моего канала, да и для продвижения роликов в целом. А я потратила на это видео очень много сил, времени и денег, кстати. Так что
Мне бы хотелось получить этот отклик и фидбэк от вас. Буду очень благодарна. Кстати, если вам действительно нравится подобный контент, то в будущем я, скорее всего, продолжу делать что-то подобное и как-то перевоплощаться в каких-либо персонажей, чтобы потом делать обработки и делиться фотографиями с вами для какого-либо конкурса. Так что, если вам эта идея все интересна, вот, покажите своим активам, что это так, и тогда мы продолжим работать в том же духе. Ну и теперь, наверное, самая желанная часть этого ролика. Как я уже говорила, получилось просто огромное количество офигенных фоток, и как бы это повод устроить конкурс, тем более творческих конкурсов прям совсем давно не было. В принципе, те, кто участвовал в прошлых моих конкурсах, уже понимают, к чему я веду. Я поделюсь некоторыми своими исходниками, а вам нужно будет их обработать, сделать свой какой-то собственный арт, используя абсолютно любой софт, и выложить это в Инстаграм. Кстати, так как этот образ делался специально для Круэллы, я подозреваю, что многие захотят продолжить эту тематику, но помимо этого вы можете экспериментировать и делать абсолютно любой образ, абсолютно любую работу. Поэтому в конкурсе будет 2 номинации. Одна на лучший арт в образе Круэллы, а другая на лучший арт в свободной теме. И вы можете участвовать в обоих номинациях, то есть сделать сразу 2 арта. Итак, для участия нужно будет обработать одну из предложенных мной фотографий. Конечно же, для арта можете использовать хоть сразу все, это зависит от вашего желания и того, что вы вообще собираетесь сделать. Может, вы хотите создать армию клонов, и почему бы не взять сразу все фотки. После того, как вы сделаете свою работу, ее нужно опубликовать в Инстаграме с хэштегом. Ну, конечно же, обязательно поставить лайк этому видео и написать какой-то комментарий. Да, это очередной байт на комментарии. Ну, что вы хотели? Какие времена, такие как бы просьбы. Ну, все очевидно. Это не я такая, это жизнь такая. В общем, итоги конкурса я подведу через 2 недели. Авторы лучших работ в каждой из номинаций получат набор моих стикеров, а также я упомяну в своих социальных сетях. И самое интересное, по итогу конкурса я проведу стрим, где каждый желающий сможет получить фидбэк на свою работу. Порой вы часто просите меня критику, вот способ получить от меня критику своей работы, поучаствовать в моем конкурсе. И тогда я могу дать фидбэк на стриме. Исходники и все полные правила, все будет в описании под роликом. Обязательно скроль вниз, смотри. Обязательно участвуй, буду очень сильно ждать твою работу. Все-таки движ это классно, особенно творческий. На этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента, ты просто солнышко. Удачи тебе в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока!